Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это таро прогноз на следующую неделю с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет, какие события произойдут для вас с понедельника по воскресенье. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк, сообщение под этим видео. Можете поучаствовать в акции, которая проходит на моем YouTube канале, оставив свою дату рождения, либо дату рождения человека, который вас интересует, тоже как вариант можно. И, возможно, я именно эту дату разберу в конце недели. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Рыбы. Какие события для вас будут наиболее актуальными, важными на следующей неделе с 6 по 12 июля. Водный знак зодиака Рыбы. Что произойдет у вас, у рыбок? Напоминаю также, что это общий таро прогноз, что он не индивидуальный, не личный. Возможно, какие-то события или дни сменятся, поменяют друг друга местами, но общая тенденция недели, я думаю, сохранится у всех одинаковая. Итак, смотрим рыбки. Рыба. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, четверка пентаклей. Желание сохранить свои ресурсы, может быть, свою энергию, может быть, не знаю, материальные какие-то ресурсы, неважно. В любом случае здесь попытка сохранить то, что вам принадлежит. Может быть, нежелание тратить что-то, что вам принадлежит. И то, что у вас есть, чем вы обладаете, дает вам ощущение власти, ощущение влияния и уверенности в себе, такой стабильности определенной. Поэтому вы не хотите эту стабильность терять. И если здесь необходимо решать какие-то вопросы, вы стараетесь их решить минимальными потерями. То есть наиболее для себя выгодно, скажем, выгодные покупки по акции. Или если какие-то расходы здесь нужны, не знаю, вкладываться в какую-то работу эмоционально, физически, вы стараетесь сделать это опять-таки очень размеренно. То есть стараетесь беречь свои ресурсы. Карта четверка пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть по четверке пентаклей. Почему эта карта? Карта королева жезлов, карта огненной стихии, лев, овен или стрелец может иметь к этому отношение. И также по королеве жезлов, если мы говорим о целом значении ее, то здесь можно говорить о том, что вы стараетесь по королеве жезлов добиваться результата хорошего, успеха, соответственно, и справедливо относиться к ситуации, где от вас требуются какие-то ресурсы, вложения ресурсов, соответственно. То есть, опять-таки, вы вкладываетесь во что-то очень-очень размеренно. Скорее всего, это и будет вашим успехом. То есть, не тратить свои силы попусту или свою энергию попусту, или деньги какие-то здесь. То есть, очень-очень экономными быть в этом плане. То есть, это приносит успех и стабильность. Карта влюбленная, карта союза, парных взаимоотношений. В целом для вас они будут очень важны. Отношения с кем-то, с кем вы в паре, в отношениях романтических или рабочих, неважно. То есть в целом в любом случае это какие-то отношения, это союз, где вы пытаетесь эти доверительные отношения сохранять или беречь таким образом эти отношения. Но и также здесь карта, говорящая по влюбленным, о доверии, о том, что вы пытаетесь выстраивать здоровые отношения, такие парные, неважно с кем. Любые отношения парные, это парные, не только влюбленных. И в целом здесь может речь еще идти о каком-то выборе, который нужно сделать, о принятии решений, когда есть два варианта, и вы понимать должны, что ваше решение, оно
или ваши действия, они будут сказываться на других людях. То есть тот выбор, который вы делаете, соответственно, может быть на вашей второй половинке или кто-то, с кем вы в отношениях. Здесь может быть ситуация, где нет полного доверия, или тот, кому вы доверяете, не совсем честен с вами, потому что есть 7 мечей. И может кто-то вас немножечко обманывать или водить за нос, или говорить какую-то информацию, которая не соответствует действительности. Но также вы можете здесь какими-то обходными хитрыми путями пытаться повлиять на человека, с которым вы в отношениях находитесь. Кроме того, карта принцесса мечей, здесь воздушная стихия, весы, близнецы или водолеи, говорит про то, что вы можете общаться с кем-то вот такого воздушного знака, может быть, младше вас, потому что это принцесса, это паж мечей. Кроме того, паж мечей может еще говорить о как таковом любопытстве, интересе, возможности что-то узнать, разузнать, прояснить для себя, прояснить какую-то ситуацию скрытую или какую-то ситуацию, касающуюся там кого-то из ваших родственников, или с кем вы в паре находитесь, или с кем вас эмоции какие-то объединяют, потому что есть карта десятка кубков тут также. То есть разузнать нечто, понять что-то для себя. И по этому пажу мечей, уже исходя из этой информации, соответственно, действовать. То есть вы здесь пытаетесь прояснить какой-то для себя важный вопрос. И вместе с картой маг это как будет новым началом или новым таким призывом к действию по карте маг, возможностью проявить свою активную волю или энергию и принесет определенную ясность происходящего. То есть маг здесь, волшебник, это тоже ясность того, как действовать, что дальше делать, как использовать свои ресурсы, свои возможности в происходящей ситуации. Карта королева Пентаклей, земная стихия, возможно, общение с земным знаком, это девы, тельцы или козероги, либо какие-то вопросы финансовые, которые вы здесь решаете. Тут же карта звезда, и тут такое, тут либо надежды, планы касаемо земного знака зодиака, да, человека, какие-то надежды, вера во что-то связанное с таким человеком, либо здесь какие-то надежды, связанные с тем, чтобы заработать денег или решить какие-то свои финансовые вопросы. И вы что-то делаете для достижения этих целей. То есть какие-то шаги предпринимаете по карте звезда, растете, духовно развиваетесь, как-то делаете определенные шаги, чтобы себя приблизить к этой своей цели, или вас вдохновляет что-то, касающееся земного знака или касающееся там заработка денег, каких-то финансов, какая-то работа. То есть в целом вот здесь вот в принципе, королева Пентакли, она о стабильности как таковой. То есть надежда на стабильность, надежда на сердечные теплые отношения с окружающими, потому что это тоже о стабильности. Королева Пентакли, она о сердечности, о верности, о отношениях, где вы верны друг другу или где вы доверяете друг другу также. Карта короля жезлов, много огня, много пылкости, страсти, много быстроты такой и активности в действиях. Возможно, вы так себя ведете, либо вы общаетесь с таким огненным знаком, это лев, овен, стрелец, тут же еще карта солнца выпадает. То есть опять-таки много энтузиазма, много радости, много счастья, много какого-то вот очень позитивного, оптимистичного такого состояния вашего, где вы быстро реагируете в происходящих ситуациях, потому что вы ясно и четко видите и понимаете происходящее. Ну и опять-таки вы нацелены на успех, на процветание, и все ваши действия здесь за это отвечают. И дальше карта десятка кубков, карта семейного счастья как таковая или душевного спокойствия вашего, на которое вы настроены. Возможно, по королеве кубков много разговоров открытых, честных, по королеве кубков эмоциональных, достаточно эмоционально наполненных, связанных с вашей семьей, вашими детьми или там вашей второй половинкой. Но по королеве кубков вы очень эмпатичны, вы здесь очень любвеобильны, может быть, настроены на успех какой-то в делах семейных. Карта вашего водного знака зодиака, может быть, вы здесь кому-то признаетесь в своих чувствах, говорите о чем-то, что вы чувствуете или как вы понимаете ситуацию, то есть очень открыто перед окружающими. Карта восьмерка жезлов, карта быстрых, стремительных событий в вашей жизни, которые здесь происходят в воскресенье, может быть, здесь какой-то прогресс в делах происходит или прогресс в отношениях, или по пажу Пентаклей вам предлагается, паж Пентаклей, какая-то хорошая возможность, которая приходит извне, и по пажу Пентаклей вам нужно достаточно решительности, смелости, чтобы ее принять. Может быть, вы здесь по
восьмерки жезлов, с кем-то можете познакомиться, завести новых друзей, новые знакомства, соответственно. Поэтому восьмерка жезлов здесь говорит о каких-то новых людях в вашей жизни, которые могут появиться, и по пажу пентаклей привнести какую-то пользу или какую-то какую-то ценность вам. Поэтому паж пентаклей стоит с пентаклем, с монеткой. Может быть, быстрое какое-то получение денег или какой-то подарок, который вдруг к вам приходит, появляется в вашей жизни. Ну, вот она, восьмерка жезлов, стремительное событие. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.